Друзья, привет! С вами Татьяна. Сегодняшний мастер-класс будет посвящен пошиву вот такой юбки-балерины для куколки Паула Рейна ростом 31-33 сантиметра. Очень просто. Это, наверное, самый простой мастер-класс из всех, что я вам предлагаю и предложу еще. Всего лишь 30 минут времени и юбка готова. И, конечно же, самое приятное, что для пошива такой юбки не потребуется выкройка. Для пошива нам понадобится два отреза фатина размером 60 на 10 сантиметров, узкая резинка до 5 миллиметров шириной, нитки, иголка, булавки портновские, маленькая булавочка, ножницы, кукла для примерки и, конечно же, швейная машина. Два кусочка фатина положите друг на друга. Сшейте вместе эти два куска ткани. Проложите строчку вверху на расстоянии где-то 5 миллиметров от края. Теперь разверните шов вот так. Сложите вдвое и прострочите, отступив где-то 5 миллиметров от края. У меня готово. Прострачивая здесь, будьте внимательны, чтобы ваши вот эти кусочки смотрели все в одну сторону, чтобы они не заворачивались и не заламывались. А также будьте внимательны, чтобы швы у вас сходились друг с другом. У вас должна получиться вот такая труба. Надо очень старательно разогнуть ее здесь. Можете попробовать прогладить утюгом, но учитывайте, что эта ткань может пропалиться, поэтому ее надо через тряпочку. Или просто скрепить ее булавками по всему периметру. Очень важно, чтобы этот шов был сверху, чтобы он не съехал вправо или влево. Или взад и вперед. Не знаю, как правильно сказать. Немножко кропотливой работы. И это, пожалуй, будет самое трудное в этой юбке. Когда складываете юбку вместе этого шва, аккуратно разгладьте стыки. Вот так, таким образом. А потом сложите и скрепите булавкой. Теперь надо отступить от края 5-7 миллиметров и проложить строчку. Если вам сложно это сделать сразу на швейной машине, сначала прошейте вручную. Если у вас резинка очень широкая, то тогда отступ сделайте больше, так чтобы она влезла. Когда прострачиваете здесь, очень важно строчку здесь в начале, здесь закончили, до конца не доходим. Вот тут у меня есть место, где строчки нету. Отрежьте кусочек резинки длиной в 12 сантиметров. Можете найти маленькую булавку, проколоть ее с краю. Теперь вам это надо протащить в юбку. Раскрываем юбку и вставляем туда, где мы ничего не прострочили. Теперь надо протащить резинку по всему периметру юбки.
Этот конец не должен проскользнуть внутрь юбки, поэтому его можно пристегнуть булавкой. Чтобы он от нас не убежал. Продолжаем. Самое сложное это продеть булавку в месте стыка швов, потому что очень сложно попасть между швами. Как правило, булавка тыкается в непроходное место, скажем так. Наконец-то это сделала. Победа! Теперь выводим булавку из того же отверстия, в которое мы заходили. Эту булавку снимаем, но осторожно придерживаем конец, чтобы он не ушел. Сначала можно сложить резинку так, собрать вместе булавкой. А сейчас проверяем, расправляем пояс и проверяем, не перекрутилась ли у нас где-то резинка. Теперь сложите вместе где-то на 1 сантиметр. Сложите вместе резинку и сшейте ее ниткой в тон вручную. Теперь расправьте складки.
Я официально объявляю юбку готовой. Начинаем примерку. Очень надеюсь, что вам понравился мой мастер-класс, что у вас все получится. И можете поставить мне лайк.